Привет, друзья мои! Меня зовут Анна Козлова, и я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале, посвященном музыкальному челленджу. В чем состоит суть челленджа? Я планирую ежедневно снимать свой прогресс того, как я обучаюсь игре на пианино. Нюанс состоит в том, что я не то чтобы совсем новичок. На сегодняшний день мне 51 год, но я училась в музыкальной школе. Сами понимаете, что с тех пор, когда я там училась, до сегодняшнего момента прошло порядка 40 лет. И я не закончила музыкальную школу, я бросила ее в 5 классе. То есть какие-то базовые навыки у меня, безусловно, есть. И с тех пор инструмент в доме у меня бывал. И время от времени на меня накатывало вдохновение, и я могла несколько дней пытаться что-то играть, ну, в той мере, в какой я вообще в состоянии была это сделать, насколько техники хватало. Справедливости ради, вот такие приступы вдохновения, они приходили и уходили, и большую часть времени инструмент стоял без дела. 2 года назад мы эмигрировали, моя семья эмигрировала в США, и здесь пианино у нас не было. 5 дней назад произошло чудо, муж подарил мне пианино. И я со всем остервенением все эти 5 дней, называется «Держите меня семеро», все, что могу, каждую свободную минуту с огромным вдохновением пыталась играть. Но пыталась ровно в той мере, в какой я в состоянии, технически и физически в состоянии играть. И я столкнулась с тем, что это бесконечно обидно, когда мне бы так хотелось сыграть какое-нибудь шикарное виртуозное произведение, но я не могу, я не умею. Я по-прежнему все еще та пятиклассница, которая там как-то пытается какую-то пьеску сыграть. И это очень обидно. За это время я начала посматривать какие-то видео на ютубе, ролики, какие-то советы по поводу того, какие технические упражнения использовать для того, чтобы улучшить технику игры. И наткнулась я в конечном итоге на видео, посвященную рассказу о том, что на сегодняшний день одни из лидирующих позиций среди пианистов-виртуозов занимают китайцы. И объясняется это их, в основном, их бесконечным трудолюбием. Дело в том, что это какая-то культуральная особенность. Если они за что-то берутся, то вот эти самые пресловутые 10 часов для достижения виртуозности они преодолевают. И, собственно, в этом залог успеха. Как бы известный факт, что для того, чтобы достичь высот, талант – это какой-то очень незначительный процент способностей, которые даны от природы, а основная масса процентов – это трудолюбие, усердие и прокачка навыков. И посмотрев на себя, на свою жизнь, экстраполировав это дело как-то на пианино, я вдруг подумала, как это похоже на, знаете, изучение английского языка. Огромное количество людей начинают учить язык. Даже многие из них достигают вот этого вот самого пресловутого intermediate level, средний уровень. Что дальше случается? В большинстве, в подавляющем большинстве случаев случается так называемая плата среднего уровня, когда ты вроде бы что-то умеешь, но до advanced весьма и весьма далеко. И преодолеть, сломать вот этот барьер можно только при наличии какой-то достаточной мотивации. И в том случае, если знание иностранного языка, знание английского языка не является твоей профессией, ты не зарабатываешь этим на хлеб, и это просто то, чтобы ты классно с удовольствием хотел бы уметь, найти повод и заставить себя сделать вот этот рывок до advanced, это прям надо сильно постараться. Очень схожая ситуация в данном случае у меня с фортепиано. Есть у меня подозрение, что у большого количества людей
не только с фортепиано, возможно, с какими-нибудь спортивными достижениями. Если это не является вашей профессией, и музицирование не является моей профессией, я просто это люблю, я по-другому зарабатываю на хлеб. Это занятная такая штука, когда, знаете, приходишь в гости где-нибудь, где есть инструмент, восхищаешься, типа, о, класс, пианино, у вас кто-то играет. Дальше меня спрашивают, а ты тоже играешь? Я такая, ну я как бы училась в музыкальной школе, но в этот момент я понимаю, что продемонстрировать то, что я умею, я, мягко говоря, не хочу, потому что это прям, ну вот так не очень. Ну, maybe, может быть, но это не то, что я бы хотела показывать людям. В общем, вот это вот все просуммировав, я подумала, а ведь это занятная идея. Взять, ну, раз уж сейчас у меня есть вдохновение, в качестве дополнительной мотивации начать записывать ежедневные видео, как, собственно говоря, я продвигаюсь. Для того, чтобы, ну, хоть какая-то системность была, я обратилась к чату GPT. Ой, простите, пожалуйста, я забыла, что у меня есть микрофончик. Я обратилась к чату GPT и попросила его составить мне план тренировок по поводу того, как мне, собственно говоря, прокачивать свои навыки. Чат GPT сказал мне, что я должна заниматься 3-4 раза в неделю, 4-5 раз в неделю. Но я так подумала и решила, что я буду заниматься 7 дней в неделю, пока у меня прям вдохновение есть. Посвящать 10-15 минут технике. Технику прокачивать в виде гамм, арпеджио и упражнений ганона. Может быть, те, кто учился недавно, а не 40 лет назад, во времена Советского Союза, знал, что такое упражнение ганона, но я столкнулась с этим впервые. Простите уж меня за мою музыкальную безграмотность. Жутко обрадовалась, узнав, что такое существует. Нашла в интернете, скачала. Это 60 упражнений для тренировки беглости пальцев. Дальше чат GPT сказал, что я должна минут 15 посвящать тренировке чтения несложных, простых музыкальных произведений с листа для того, чтобы научиться или восстановить, или прокачать навык чтения с листа. И еще минут 20 посвящать разбору произведений, ну, которые мне уже нравится играть, которые мне доставляют удовольствие. Это уже для души. Ну, собственно, то, ради чего все и затевалось. Итак, по поводу челленджа. Я понимаю, что 10 тысяч часов – это прям много. И даже если я буду заниматься ежедневно, все 7 дней в неделю, никогда не пропуская, ну, больше 2 часов, поскольку, опять-таки, возвращаясь к тому, что это не является моей профессией, больше 2 часов в день я заниматься, скорее всего, не смогу, а, возможно, это будет меньше. Это я и так сейчас очень оптимистична, мне кажется. Поэтому 10 тысяч часов случится не скоро. Я подумала, что нужны какие-то промежуточные такие майлстоуны. И решила, что 60 упражнений ганона – это классная такая измеримая цель. Научиться их играть, ну, для начала разобрать, начать как-то хотя бы без особо заметных погрешностей проигрывать все 60 упражнений и, ну, в дальнейшем продолжать их играть для того, чтобы увеличивать скорость и повышать технику, какие-то технические нюансы беглости своих пальцев. Поэтому давайте мы с вами начнем со следующего. Сегодня я заглавила свое видео как день 0, это такой базовый, когда я просто рассказываю о себе и рассказываю, в чем будет состоять суть. А начиная с завтрашнего дня, день 1, я начну разбирать упражнения ганона номер 1. Для того, чтобы не было совсем уж предельно скучно, может быть, я буду пытаться играть, что там я еще умею из чего-нибудь красивенького. Но умею я, прям скажем, очень мало. И день 1 упражнение ганона 1,
день 2 упражнения Ганона 2 и так далее. Постепенно соединяя их между собой, пытаясь улучшать качество техники, улучшать скорость, как получится. Мы попробуем. Я еще не пробовала. Поэтому я приглашаю вас в этот путь вместе с собой. Итак, добро пожаловать в путь. Пока для начала 60-дневный. Дальше посмотрим, как пойдет. Приглашаю вас быть со мной на этом пути. Если вдруг будет интересно, приглашаю поучаствовать. Кстати, я допускаю, что это видео могут смотреть люди с навыками лучше, чем у меня, знаниями, музыкальными знаниями лучше, чем у меня. Я очень открыта к любым комментариям, к любой критике. Я отдаю себе отчет, что как музыкант я, прям скажем, еще не просто не состоялась, а так на троечку. Поэтому любые советы, рекомендации крайне приветствуются. Итак, добро пожаловать и до завтра. Встретимся в день 1. Пока!